Ола, друзья. Соскучился уже по своему кофе, там не было у меня. Прошла у нас первая ночь дома. Дома оказалось все не так просто. В больнице, в принципе, было уже непросто, но здесь уже оказалось еще сложнее, потому что никто за нас не стирает вещи, не кормят 3 раза в день. Самим нужно контролировать, что куда капать, сколько раз. Вот, почти не спали. Нами вообще практически не спала. Я поспал немного. В общем, буду сегодня заниматься хозяйством, готовить, еду добывать, стирать и все такое. Ну и постараюсь видео еще выложить. You're my sugar pump, mumpy yumpy yumpkin. You're my sugar pump, mumpy yumpy yumpkin. You're the apple of my eye. Так, больше я ничего не умею готовить. Готовим, что умею. Ну а на обед что-нибудь схожу, куплю. Может, суп какой-нибудь. Хороший мальчик, хороший мальчик. Юрочка, Юрочка. Какашки. Желтый какашки. Привет, Юрчик. Привет. Какая красивая. Мама здесь. Мама тут. Мама. How are you? Так вот, купил дофига всего. Брест памп, качать молоко, на всякий случай, с бутылочкой маленькой. Потому что, наверное, в общем, повредились сосочки что-то и болят. И не может кормить нормально пока. Ненатуральное молоко, это нехорошо. Наверное, любимый сахарный тростник, только она его не может пить, оказывается, он холодный. Я вас не смог с собой взять, в следующий раз возьму на улицу. Вообще кайфанул на улице выйти. Давно там не был. Вот, но у меня GoPro села, я не успеваю даже GoPro скинуть файлы. Вернее, не села, а у меня закончилась флешка. Я даже не успеваю скинуть, короче, материал. Такую запару словил. Запара как запара, помню. Как я барменом работал, вот. Типа такого уже. 6 мохито, 3 молочных коктейля сделать. Вот, хлоргексидин, перекись водорода, пинат-баттер, круассаны. И веганку сходил сразу побольше. Купил 3 порции, сейчас в холодильник положим, как остынет. Будем просто оттуда брать и есть, потому что я не умею готовить что-то разное. Сейчас будем душ принимать первый дома. Батвин, как эта фигня работает, теперь понять. Похоже на роутер для интернета.
все. Вроде нацедили на одно кормление. Надя уже поела, Ким принесла нам еды, за что спасибо ей. Обед нам принесла. Так что у нас сегодня есть что покушать. Надеюсь, успею сесть, чуть-чуть поработать. Все, заснул. Он такой классный, когда спит. И когда не плачет, просто лежит такой, смотрит в округе, ручкой машет. А потом просыпается молочный монстр такой. И Надя, потому что больно пока. Прям пока постоянно очень часто просыпается. Только его покормишь, только сменишь пеленки, подгузники, и он опять просыпается. И опять нужно молоко. И опять пеленки так по кругу. Так, иногда вот такой есть часок. Теперь я поем и попробую поработать. Засекаем. Час 45. Сколько я смогу проработать. Самое сложное теперь сфокусироваться. Не просто нужно, а понять, какую работу выполнять. И что именно мне нужно сделать. Потому что все уже вылетело из головы. Так. Смотрите, моя история просмотров до и после. До инвестиций, Google таблица, после молоко, как кормить ребенка. Так, наконец-то GoPro я скинул. GoPro мне сейчас было бы удобнее, конечно, чем с этим мотаться, с этой бандурой огромной. Вот, Нави там нормально справляется, сейчас уже 16-15, я уже забыл, сколько было. Вот, ну нормально там, Юра спит, просыпался только покормить разок, да и все. Пока нормально, даже YouTube параллельно слушаю, пока файлы скидываю. Ну, это с 30 тысяч до 33, что ли, поднялось, ну, не сильно. Смотрю канал, кстати, на пенсию в 35 лет называется. Я его и книгу прочитал, и все видео сразу посмотрел. Ну, интересный, финансово грамотный мужчина объясняет все. Это не реклама, просто рекомендация. Сам нашел на ютубе случайно новый тоже канал, но набирает уже популярность хорошо. Он, кстати, лучше всех объяснит, я это уже давно знал, но он лучше всех объяснит, что в современном мире, что каждому мужику с семьей нужно иметь машину, нужно иметь квартиру, иначе ты не мужик. Особенно стал такие комментарии получать, когда ребенка стали ждать. Ну, теперь тебе надо купить квартиру, теперь тебе надо купить машину. Несчастный ты человек без всего этого. Вот теперь посмотрите. Вот реально человек, который в этом разбирается, он вам хорошо объяснит, почему это является большой ошибкой, если вы хотите инвестировать, если хотите вы выйти на пенсию или выйти на пенсию раньше, то как это квартира, машина, кредит и так далее, как это тянет вас наоборот обратно. Вот. Так что смотрите, развивайтесь тоже в этом направлении, а все эти совковые предубеждения и понятия. Раньше вообще захламляли квартиру вещами всякими, типа это была инвестиция. Вот. Короче, нам бреды из поколения в поколение так и передают, и передают. На уши похожи. Чебурашки, а не роботы. Спасибо, Ким, за супчик. И утро наступило уже, смотрите, дожди прошли. Так давно не видел дожди. Походу ночью гроза была, потому что я видел в окно, молния сияла. Вот. Спалось не очень. Мало. Вот так вот все выглядит. Вау. И запах прям дождя. Прям вид вообще поменялся, тоже прикольно. Люблю дожди, вот мне сейчас нравится
в России погода, наверное, самая классная в мае. Майские грозы. По ним я скучаю. Жаль, ночью было. Пропустился самое интересное. Бэйбик спит. Я пока его лицо не показываю, так чисто персонально своим, с кем переписываюсь иногда. Будем сейчас завтракать. Порядок небольшой наводим. Hola. I'm already so stressed. Hola, друзья. Ну, хоть на двоих нас одновременно посмотрите. Наверное, сегодня молока надоело. Юрочка просыпается. Какая ему нужна температура? Это не папа. Вот. И Богдан, наш второй гость. Клади сюда. Первый гость, но пришел вторым. Но... Первый гость, но пришел вторым, да. Я вот Юрию тоже взял Что? порцию. О, да, Юрию 3 таких надо. С подарками. Нас приходят, все кормят. Eat again? Milk again, milk? И Юрий никак не наестся. Здоров. Hola, Baghdad. Я тебе расскажу. Для зрителей. Ты уже пользовался? Вот, в общем, это такой, да. Как брест-памп называется, типа. Памп для груди. Вот. У Нави там были проблемы. Короче, оказывается, не так все легко. Я тут уже профессор просто по грудному вскармливанию, так что я могу уже консультировать детей вскормил сам. любую женщину, как правильно прихват делать. Ага. Я посмотрел Прихват? весь YouTube. Нужен глубокий прихват. Правильно. Давай подробнее, мне интересно. Я пересмотрел весь YouTube и я стал профессором. Короче, Let's get up. была проблема в том, вот сосок, Ага. например, как сказать, Как есть, говори. вот сосок торчит, и когда он кормит, если неправильно давать ему, он вот это сосет, сам сосок, а нужно, чтобы он ореол хватал, Мгм. широко рот открывал и хватал ореол. Да, это полезная информация. И из-за этого проблема была, что трещины появились, короче, ну болеть стало прям вообще, Ага. прям мучение было как будто. Ты ему сказал прям, Юра, глотай как надо. Да, Нави мучилась и сейчас до сих пор болит. И мы смесь уже давали, чтобы отдохнуть. Мгм. Потом я купил этот, чтобы все-таки настоящее молоко было. Вот, и в общем и так. А он еще просит кушать там прям каждые полчаса. Ну, кушать чуть-чуть, через полчаса опять. Хотя обычно они потом через 2-3 часа, 4 часа. Вот, сейчас У нас пока ему много общего. надо часто доесть. Поэтому покупаем всякие пока что приблуды. Качаем молоко по возможности, чтобы Нави отдохнула. Сейчас вроде стал... Детское питание, ты в курсе? Оно как протеин. Его некоторые спортсмены едят. Да? Да, серьезно. Через месяц, если не закончится, нужно выкидывать, так что я могу есть. Вот. Ну, сухое. Нави говорит, она вкусная, да, я еще не пробовал. Ну вот, да, и надо вот. Ну уже получше. Сосочки выздоравливают. У него прическа как у тебя. I think you wanna drink more. Уже с барбершопа вышли. Вот, Нави уже чувствует себя лучше, видишь, улыбается, а то она все спала, лежала, ходить не могла. Уже хорошо. Я не знаю вообще, вот тебе интересна эта информация? Да. Я просто не уверен, что на Ютубе. Интересно. Не уверен, что на Возможно, Ютубе. когда-то будут дети. Не уверен, да, на Ютубе. Может, нас смотрит моя будущая жена, кто знает. Нужно ли делиться этой информацией? Да, может, будущая жена смотрит. Вот вам информация с Богданом. Если что, обращайтесь, покажу прихват. Глубокий. У него пальцы такие же, длинные. И ногти. Пианиста. И ногти длинные, да. Пальцы Я пианиста. играл на пианино, да. Я тоже прикасался к этому инструменту. Я знаю пару композиций, наверное, еще. Я тоже типа ля-ля-ля-ля-ля. Он спит? Отличный вопрос, Богдан. Итак, в ночное время младенцы просыпаются чаще, потому что молочные железы вырабатывают больше каких-то веществ
типа жиров полезных ночью, и типа они ночью особенно Выходят на охоту. да, просыпаются, Выходят на глубокий захват. да, чтобы получить вот это молоко. А еще прикольная фигня, знаешь, он сосет с одной стороны, а с другой начинает молоко выливать. А, я думал, он сосет с одной, а с другой грудь меньше встает. Короче, чтобы, когда пампишь, как в зале, да, когда пампишь, нужно ребенка близко держать, он как по блютузу работает, передает. Серьезно. Я помню, у нас были раньше телефоны, когда был не Bluetooth, а нужно было вместе Икапорт. свести телефоны. Да. И, короче, ребенок, если далеко, у тебя молоко не вырабатывается. Ну, типа, как это все типа такой работает. раз природа. начинает капать, уводит твой, раз перестает. Серьезно, это удивительно, но это такие вещи происходят. Типа, как Bluetooth далеко, близко, хоп, и пошло молоко. Передача пошла. Типа гормоны. Малый такой кричит: нет соединения, нет соединения. Потом раз такой ближе такой. И на лбу такой знак. Да вот. Да. Еще прикол, что теперь, когда я вижу женскую грудь, любую, там, наверное, Сразу думаешь про объем молока? Я думаю про молоко, короче. Ну, типа, это перестало быть объектом там, каким-то сексуальным или красивым, то есть, особенно когда я весь YouTube пересмотрел, всех этих грудей разных видов, которые кормят. Ну, они... Не, ну, кормление, там, даже роды можно есть на Ютубе. Это нормально, YouTube не банит. Да, теперь я вижу грудь, и у меня это просто для меня это объект, с помощью которого кормят человека. То есть, ну, не как привлекательный Типа какой-то идешь, объект. идешь по улице. Блин, наверное, литра 3 потенциального Не, молока. ну да, скажи, нормальная реакция, когда Что ты делаешь сегодня? Не хочешь ко мне пойти? У меня малой дома есть. у тебя реакция, когда, ну, до этого ты видишь грудь, ну, просто автоматически у тебя поворачиваешь. Ну, это Раньше мужская реакция просто, ты постоянно... идешь по улице, вот повернулся такой, ты же не можешь девочке сказать, какая у тебя красивая грудь или большая. А сейчас идешь и такой, ты можешь... классное молоко. А, еще один факт. Ты знал, что от размера груди не зависит количество молока? А откуда оно это? Не знаю. Типа, что маленькая грудь, что большая, содержит одинаковое молоко. Может, это как емкость? Она может внутри где-то, сосуды эти. Не, ну это ж молочные железы. Мгм. То есть размер груди это количество молочных желез и жира. Но если маленькая грудь, она увеличивается до нужных размеров. Поэтому не рекомендуется смеси давать и так далее, потому что чем больше ты прикладываешь ребенка, тем Ага. больше вырабатывается молока и Ага. наливается грудь. Вот, Да, профессор Вест. поэтому все эти мифы, что вот нету молока, поэтому я кормлю смесью, это все ерунда, нужно всегда кормить. А договорочки? грудью. Ну это да, это очень редкий, может, случай. Уже все вымерли, кто не имел молока, они все вымерли, потому что раньше, если у тебя нет молока, ребенок у тебя умирает просто. И это потомство уже отстало, то есть остается сильнейшее. И сейчас все женщины, они могут вырабатывать молоко. Поэтому, даже некоторые если мужчины. вы женщина и некоторые мужчины, то вы обязательно сможете. И тут надо в интеграцию перейти. Итак, и сегодня я представляю смесь, которая идентична с молоком. Юрий устал уже. Я слышу, слышать. что-то чавкает. Когда грудь участвует, когда все кормится нормально, то меньше проблем становится, он меньше плачет, то есть, ну, спокойнее жизнь становится. У Бутылки. меня тоже спокойнее в жизни стало. Я утром с груди молока попил. Ты только начинаешь плакать, а просто грудь, просто хорошая жизнь. Вот так. Вот. Так Что это так в квартире грязно? Сразу грудь красная. Да. Что у нас сегодня на ужин? Что приготовила? Сразу грудь красная. Итак, теперь принимаем душ первый раз вместе, вдвоем с нами, без какой-то помощи. У меня здесь я подготовил супертехнологии. Чуть-чуть остыло, 35,7. Ну нормально, да? Тепленькая немножко. Помню температура тела. Найк купает его в одежде. Юрию пофигу.
Как же сладко заснулась после душа вместе с ним, с ребеночком. Так медитативно влияет, когда он спит. Просто тоже ложишься спать. Да и пахнет так вкусно. Так, сколько время? 5:13 уже. Самому уже хочется есть. А работать когда? Это еще надо убрать. Антошка, идем копать картошку. Тили, трали-вали. Та-дам. Итак, пришла посылка от бабушки. Смотрите, родные знакомые знаки. Почта России, Астрахань, 30-й регион. Давайте распаковывать. Распаковочка. Что может быть лучше распаковочки от мамы? Посылка шла 1 месяц из Астрахани. Стоило примерно отправить, вроде мама говорила, около 3000 рублей. Посмотрим, что там. А раз. Одежда. Солнечный миф. Кофточка, короткий рукав, солнечный миф. Ой, какой яркий. So cute. Ой, какой яркий. Машинками есть. Луковиска. Пеленочки. This we can use. Еще одежда. Что это? It's for you. It's for me? Для Нави. Маечка. So cute. I like the color. И вот Нави тоже любимый цвет. Город Чебоксары. Из Чебоксар. И что такое этот? Это уже на вырос чуть-чуть. Cute. Кепочка. Дракон. Гирлянда с прищепками. Еще. Ну все, нам на 1 год не нужно ничего больше из одежды. Шортики. Еще шортики. All shorts. Еще шортики. Книги. Да, это, видимо, на всякий случай, если мы тут навсегда останемся. Потому что мы же все равно в России собираемся. Maybe we'll go to Russia soon. Может, Юля уже будет читать быстрее, чем мы поедем в течение 2 месяцев. Ну, уже можно читать, в принципе, ему эту книжку. Да, полезно будет для Нави тоже учить язык. Природно-климатический, geographic, мир вокруг нас, it's also. Еще. Ну и мама, конечно же, мне отправила Коновалова, Человек и Вселенная, для меня, Анастасия Владимира Магря, пеленка и обучающий плакат. Алфавит. Черепаха. Шапка. Наверное, нравится. Собака. Собака. What's this? Петух. Да. Рак. I think this isn't for Yuri, this is for me. Yuri will not read it yet. What's that? Is that Uwanka? Улитка. Улитка? Snail? Все, вот так. Спасибо, мамуля, за посылку. Мамуля. Спасибо от Юрчика. Кто-то у нас собирается гулять. Первый раз в жизни. Машина готова, граб подан, такси. Посмотрим. Ой, это там туман. Кладем. My sunshine, my only sunshine. Кладем бэйби внутрь. Woohoo! Как ты там, Юрчик? Let's go! Как ты там, Юрчик? Yuri's. Что такое, Юра? Кататься на лифте нравится? I don't know. We need
giving birth to Yuri. Nice car. So sad, the beach is still closed. Да, и жарковато уже, надо пораньше, конечно, выходить. Будем знать. Сейчас мы так чисто 10 минут обойдем для профилактики. Go home already, it's hot. Нави хоть походят, а то не солнце не видел уже так долго. И шумно здесь, да, шумно ездят пердящие мотоциклы. $25 each. It's better for Да, здесь хорошо, в тенечке. and fresh air. Going home. Мне кажется, когда мы будем жить не в Азии, Юрий будет включать на телефоне или на ютубе звук мотоциклов, чтобы уснуть. He cannot sleep without this Потому song. что под эти звуки так спокойно спит. Пип-пип. Welcome home.